Всю прошедшую неделю фактически сторона обвинения зачитывала документы, изъятые из фирмы аудитора ЮКОСа компании PricewaterhouseCoopers Audit. Что интересно в этих документах? Инвентарные описи являются составной частью консолидированной отчетности, но почему-то не были представлены в материалах уголовного дела. Есть упоминание о них, что они являются составной частью консолидированной отчетности. Сама консолидированная отчетность изымалась, однако это продолжение разговора того, что изымались десятки тысяч листов из Pricewaterhouse, а в деле оказались небольшая сотня этих листов. Вот именно таких важных документов, как инвентарные описи, как составная часть консолидированной отчетности, материалов дела нет, отсутствует. То, что невыгодно показывать стороне обвинения, то это и скрывается где-то в Генеральной прокуратуре Российской Федерации. А было бы интересно посмотреть, что в этих инвентарных описях значится на конец каждого финансового года. И, безусловно, по инвентарным описям, а это знают, очевидно, все бухгалтеры, можно проследить и увидеть, имелось ли хищение, либо нет, потому что в данных документах всегда отражается факт недостачи той продукции, которая производится либо добывается. Из этих же документов был установлен факт, что НК ЮКОС далеко была не бедной компанией. У НК ЮКОС были активы, то есть они способны приобретать были активы и других компаний с целью разработки месторождений. Это подтверждает о том, что, безусловно, вся нефть не могла похищаться за указанный период времени, и, соответственно, если нефть не похищалась, то и была и прибыль у компании от реализации. В пятницу в зале суда было оживление, так как сторона обвинения дала отдохнуть и суду, и зрителю от тяжелых цифр, от финансовых и других документов. Оглашалась стенограмма прослушивания телефонных разговоров третьих лиц, то есть это не были обвиняемые. Что пыталась сторона обвинения доказать, и какие-либо обстоятельства, имеющие значение, а именно похищение нефти, либо хищение акций, по прослушке не прозвучало. Однако однозначно было услышано о том, что в стране имеется коррупция, в частности, это прозвучала фамилия неоднократно Каримова и других прокурорских работников. Услышано было о том, что компания ЮКОС фактически была захвачена рейдерами, о том, что оказывается психологическое воздействие на свидетелей, и люди просто с этой целью пытаются покинуть территорию Российской Федерации. Услышали о том, что дело уже является политическим. Это уже было понятно на 2004 год, на тот момент, когда осуществлялось прослушивание телефонных разговоров. Запись телефонных разговоров – это сам осмотр и воспроизведение стенограммы является производным доказательством. Первоначальным доказательством является, конечно, компакт-диск, на котором записаны эти разговоры. Но этого компакт-диска в материалах уголовного дела нет, никогда то есть сторона защиты его не видела и, соответственно, не слышал об этой записи и не видел суд. Поэтому сторона защиты совершенно правильно заявила ходатайство о том, чтобы была реальная возможность осмотреть, а именно услышать этот диск в зале суда. До сегодняшнего дня сторона обвинение не высказалось по заявленному ходатайству, а суд не принял решение. Хотя дал небольшую подсказку для стороны обвинения, задав вопрос, может быть, этот диск уничтожен, либо где-то утрачен. Пока все хранят молчание, ходатайство не разрешено, мы ждем ответа как от прокуратуры, так и решения суда по заявленному ходатайству.